Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить датчик положения дроссельной заслонки на автомобиле Славута. Двигатель автомобиля у меня инжекторный. То же самое относится к автомобилям Таврия и Таврия Нова с инжекторами. Для этого нам понадобится такой датчик положения дроссельной заслонки. Внешний вид и подключение штекера во всех автомобилях одинаковое. Центральная его часть может отличаться. На некоторых автомобилях разных годов выпуска. Здесь может быть центральная часть в форме крестика или в форме песочных часов. Поэтому будьте внимательны при выборе датчика положения дроссельной заслонки. Подключение выполняется с помощью такого разъема, 3 проводов, красного, синего и желтого. Очень часто отламывается этот фиксатор, поэтому внимательно следите и аккуратно его двигайте, чтобы он не поломался. Основные симптомы того, что у вас неисправлен датчик положения дроссельной заслонки, это то, что на холостых оборотах двигатель может набирать максимальные обороты, реветь и даже глохнуть. Они плавают, нестабильные. Мой автомобиль на больших оборотах работал без проблем, ошибка тухла, но стоило перейти на холостой ход, и начинались проблемы. Плавают обороты, бешено повышаются и понижаются вплоть до установки двигателя. Для диагностики проблемы лучшим вариантом решения будет такой адаптер или специальный сканер с ноутбуком. Он уже точно покажет проблему и что нужно менять или ремонтировать. Но если у вас такого адаптера нет, то разобраться с поломкой можно по поведению работы двигателя. Сейчас я заведу двигатель автомобиля и посмотрим, как же работает двигатель при неисправности этого датчика. Видно, что загорается на приборной панели кнопка чек, и обороты то плавают, то машина работает стабильно. Если добавить оборотов, то чек гаснет. Эта ошибка хранится в памяти, и при включении зажигания в следующий раз чек светится постоянно. Для точной диагностики проблемы я подключу адаптер и посмотрим, как выглядит эта ошибка в программе. Для подключения разъема адаптера внизу под приборной панелью есть разъем. Вот он находится. И сюда нужно подключить разъем. На адаптере загорелась красная лампочка, значит он находится в режиме ожидания. Затем второй USB разъем подключаем к ноутбуку или компьютеру, в зависимости от того, что у вас есть. И запускаем программу КВП WD. Включаем зажигание. Нажимаем ОК. Появляется интерфейс программы. Теперь необходимо выбрать COM-порт. Я знаю, что у меня он 12. У себя вы посмотрите, в зависимости от оборудования, они могут быть разные. И кнопочку «Пуск» в верхнем меню программы. Вот появились все параметры блока управления MICOS. Выбираем вкладку «Коды текущие». И здесь видно, что ошибка неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Здесь можно посмотреть на все ошибки, которые были в блоке управления и не стерты. Нажимаем кнопку «Коды» вверху. И здесь видно, что есть две ошибки: P0122 и P0134. Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода и неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Что-то слегка она плохо коннектится. Ну, будем устранять неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Для того, чтобы добраться до датчика положения дроссельной заслонки, необходимо снять вот эту крышку декоративную, и он будет строго под ней. Для этого с помощью крестообразной отвертки необходимо открутить один болт боковой, который фиксирует ее к корпусу двигателя. И слегка ослабить вот этот болт,
который тоже фиксирует эту крышку резиновой подкладкой. Теперь откручиваем крышку масляного картера. Слегка приподнимаем вверх крышку и вынимаем от себя в сторону радиатора. Вот, крышка снята. Закрутим крышку на место, чтобы туда мусор не попадал. А мы разберемся с датчиком, который расположен в этом месте под регулятором холостого хода. Здесь у меня была проблема с разъемом. Отломался фиксатор, и я с помощью стяжек закрепил его. Какое-то время еще поездил. Для того, чтобы снять датчик, необходимо с помощью крестообразной отвертки открутить два болта его крепления. Для того, чтобы было удобнее откручивать, можно снять хомут и отключить временно шланг вакуумного усилителя тормозов. И вынимаем со своего разъема датчик. Слегка тянем на себя, прокручивая слегка. И вот сам датчик. Обрезаем хомуты крепления разъема. И снимаем разъем. Маркировка датчиков идентична. Это старый. Сделано в России. И новый. Сделано в России. Номер 3071 114 82 00. И такой же самый на старом датчике, только буквы и цифры немного крупнее. Датчик не разборной, залитый компаундом. Его отремонтировать не получится, к сожалению. Но я пока перепаяю разъем датчика, удалю старый, припаяю новый и приступлю к монтажу нового датчика. Провода старого разъема очень тоненькие, а нового намного капитальнее. Провод заизолирован обычной изолентой. Так делали на заводе. Надеваем на провод кусочки термоусадки. Необходимо строго руководствоваться подключением проводов на старом разъеме. Здесь есть коричневый, синий с желтым и белый с черным. На новом такого нет. И аккуратно спаиваем, не перепутав цвета. Желтый припаиваем к черному с белым. Осталось все покрыть термоусадкой и сверху заизолировать. Я использую обычную синюю изоленту. Здесь важно дать жесткость, чтобы провод не перегнулся и на него не попала влага. Теперь устанавливаем на место новый датчик. Центральная часть в них одинакова, и вырез находится в одном положении, поэтому здесь ничего выдумывать не надо. И прикручиваем его болтами. И подключаем к нему разъем. Вот фиксация произошла. Теперь не забываем подсоединить шланг усилителя тормозов до своего раструба. Осталось поставить на место декоративную крышку, и можно проверять работу двигателя.
теперь заводим двигатель и проверяем его работу. Ошибка потухла. Лампочка чек не светится. После замены датчика положения дроссельной заслонки опять необходимо подключить адаптер и ноутбук и стереть из блока управления Микос эту ошибку. В текущих кодах ошибок нет, а в кодах записанных эта ошибка осталась. Нажимаем кнопку «Сброс кодов ошибок». И ошибки исчезли из памяти блока управления двигателя. Датчик положения дроссельной заслонки оказался один из самых живучих. Машина проехала 155 тысяч, и он только поломался. Из всех датчиков управления этим двигателем самым плохим оказался лямбда-зонд или датчик кислорода. Его хватило на 40 тысяч. Затем датчик положения фаз. Я поменял его после 50 тысяч. И датчик регулятора холостого хода, который постоянно обгорает и ломается. Я уже поменял их 2 штуки. Примерно с интервалом 40-50 тысяч километров. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить датчик положения дроссельной заслонки на автомобиле Славута Инжектор. Такие же датчики установлены на автомобилях Таврия Нова, Таврия и Сенс. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.